Приветствую тебя, зритель! Ты на канале Игры де Жанейро. На связи с тобой Хитрый Лис. Ну что, очередное обновление в Dungeons & Heroes пришло, и, как мы и предполагали, пришла Пасха, пришла на недельку раньше, чем должна была, но это все связано, наверное, с тем, не наверное, а точно с тем, что на этой неделе стартовал ивент «Загадочный сундук», ну и, соответственно, под него обычно все подтягивается. У нас уже выстроилась эта комбинация, когда праздничный ивент длится 2 недели, и в первую неделю выдается основная награда, а вторую неделю за то же количество пройденных порогов дается награда вдвое меньше. Ну а по всем об этом мы поговорим чуть позже. Обновлений много, не все они крупные. Мы сейчас быстренько пробежимся по всем, так что поехали. Начнем с наиболее мелкого, это привязка аккаунта. Разработчики добавили нам возможность привязывать свои аккаунты к любой почте. И это здорово, потому что, учитывая, что в России сейчас творится, да, и что многие компании западные уходят с нашего рынка, у меня, как видишь, логин привязан к Фейсбуку, и я пока что не испытываю проблем со входом, но это ровно до того момента, как произойдет перенос. Ну, например, мне придется переустановить игру по какой-то причине, и вот тогда я не смогу авторизоваться в Фейсбуке. Так что, скорее всего, я перепривяжу свой аккаунт к чему-нибудь другому. Например, к почте Яндекса. Ну, что-то в этом роде. В магазин обликов добавлены новые скины, те, которые были, в принципе, введены до этого обновления. Ну, примерно тенденция наметилась раз в полгода, где-то так. Разработчики обновляют этот магазин и добавляют те скины, которые успели за это время сюда ввести. В принципе, это хорошо для тех, кто собирает и коллекционирует их, но у меня этих ножниц, как эти монеты называют, к сожалению, нет. Так что для меня это обновление, ну да, приятно, но бессмысленно. А вот что имеет действительный смысл, это, конечно же, обновление магазина кристальных камней, вернее то, что сюда добавили еще одну замечательную реликвию, это буддийские заповеди, потому что эта реликвия очень хорошо работает, начиная где-то с 5 звезд, она там, по-моему, с шансом в 50% имеет возможность снять бафы с противника, и это очень здорово, помогает, там же с щитоспинниками, в общем, очень хорошая реликвия, которую нужно прокачивать, она начинает проявлять себя только на высоких уровнях. И чтобы быстрее это было, конечно, приятно, что разработчики дали нам возможность покупать ее теперь из магазина кристальных камней. Опять же, по законам ротации на этой неделе у нас смена ивента, и это таинственный сундук, ивент, в котором вводится новый герой, о котором мы поговорим позже. В данный момент здесь в качестве наград идет ночной клинок, гайд по нему есть на канале. Мне нравился этот персонаж как стартовый, но на более высоких уровнях я его перестал использовать, а также сюда добавили молотки удачи, которые относятся к пасхальному ивенту, о нем мы подробнее поговорим чуть-чуть позже. И также здесь фрагмент нового героя Лубу, которого мы также посмотрим чуть-чуть позже. Легендарный бонус сейчас взглянем. Значит, Лубу у нас герой силы, ну, в принципе, как и предполагалось. И если ты его достанешь из сундуков, тогда тебе дадут в награду комплект снаряжения Т2 под силу. Но я, наверное, участвовать в этом ивенте не буду, потому что не подкопил сундуков. Вернее, как, я их подкопил, но слил все на Джугеляна, что в первую волну, что во вторую я слил для того, чтобы собрать как можно больше звезд, но мне не повезло. Второй раз я собрал, по-моему, всего 2 или 3 фрагмента из 600 сундуков. Так что с Джугеляном я немножечко пролетел. Придется вытягивать его за нефрит. У меня тут 7100 нефрита, но я его держу. Когда придет ивент на X3, я думаю, я его солью не только на Джуги, но и доберу остальных героев, которые мне нужны. Он есть не просит, как говорится, да и пусть лежит. Ну и перейдем к пасхальному ивенту. Сразу же, чтобы не забыть, скажу, что каждый день тебе будет приходить вот такая награда в виде 4 молоточков, которые мы сейчас здесь заберем. И сразу же здесь вот видно компенсацию выдали разработчики, потому что после этого обновления у меня сегодня с утра уже раза 4 вылетала игра, при этом она постоянно пытается что-то обновить. В общем, есть какие-то траблы, которые разработчики пытаются исправить, но мы уже к этому привыкли, а за такую небольшую компенсацию, конечно же, спасибо. Ну и красочные яйца. Этот ивент похож на то, что было у нас в прошлом году, немножко поменялись изображения. В принципе, у меня на канале, по-моему, уже есть такой маленький мини-обзор и гайд по пасхальному ивенту. Ничего не поменялось, поменялись вот
по сути только награды. В наградах мы можем забрать тут скин, и, кстати, мы посмотрим потом тоже скины более подробно. Это скин на короля, вернее не на короля, а на скелета воина, душа самурая. Кстати, разработчики, вернее локализаторы молодцы, сразу же к этому обновлению подготовились и все перевели. Ребята, респект. Чтобы добраться до скина, нужно взять 6 уровень, а уровни мы будем брать только в том случае, если нам выпадет вот это яйцо праздничное. Если оно нам выпадет, нам еще дадут сюрприз в виде 500 бриллиантов, и все остальное уже можно будет здесь доставать. На каждое яйцо, когда мы разбиваем, тратится 1 молоточек. На повышение награды нужно найти, по сути, 2 таких яйца. Если у тебя есть 10 молотков, ты можешь рандомно нажать «Разбить 10 яиц», вот эту кнопочку, и он автоматически все здесь поразбивает. Если вдруг яйцо будет найдено раньше, то, соответственно, будет переход, и тебе предложат еще раз разбить 10 яиц. Давай попробуем поразбивать. У меня всего 4 молотка. Тыкнем вот сюда, посмотрим, бабах, ничего. Еще сюда, в общем, как обычно, все в рандоме, сюда. И вот так. Ну вот, я ничего не достал. Дальше, конечно же, буду пытаться достать эти молоточки из ивента, но там их не так много дают, если посмотреть. В общем, ивент для донатеров, ребят, сразу говорю. Сколько здесь? Да, вообще ни о чем этих молотков. Поэтому, ну так, проходной ивент. Я ожидал, что здесь будет что-то более лучшее. Однако разработчики сделали то, что сделали. И здесь уже, естественно, донатные коробки. Но, насколько я знаю, сейчас в России особо не задонатить, потому что покупки блокируются. Хотя вроде находят какие-то способы. Вроде слышал, ребята как-то через Киви что-то там пытаются делать. Но сам никогда этим не увлекался, не занимался. Поэтому здесь подсказать ничего не могу. Однако ценники, ой-ой-ой. Особенно учитывая, какой нынче курс. Поэтому, ну так. Ну и переходим к самому сладкому, это к героям. Сначала пройдемся по скинам, посмотрим. Первый скин это для скелета воина. Я, честно говоря, его еще толком не использовал, потому что достать его, ну, в основном у меня он выпадает из сундуков, и если я его вижу где-то в магазине, то я его вылавливаю, но до сих пор он у меня там на 2 или на 3 звезды. И я как-то, честно говоря, и не видел. Хотя у него есть интересный потенциал для одной пачки. Такой, не сказать, что топовый какой-то, да, но такой для фановой пачки. И я хотел бы его посмотреть. Вот. А скин увеличивает ему силу, и, ну, конечно, сила ему хорошо заходит на самом деле. Выглядит он прекрасно, мне нравится. Поэтому, конечно, если есть возможность доставать, конечно, доставай. Но сейчас это все за донат. И учитывая, сколько там нужно этих молоточков, чтобы добраться до него, ну, придется раскошелиться так достаточно серьезно, наверное. Если только ты не очень удачливый и счастливый человек, которому везет с молоточками, и он прям с первого же молотка находит праздничное яйцо и переходит на следующие уровни. Тогда да, тогда окей. И второй скин, который был введен сегодня, он за донат только, это скин на Анубиса, герой, которого я разбирал на канале. Мне он нравится, но, к сожалению, пока что я его особо не использую, потому что не успеваю все качать. Значит, здесь золотой век Анубис. Ну да, прикольный. Такой в египетском стиле, в принципе, как и ожидалось. Мне нравится, как выглядит, очень даже. И то, что он увеличивает ловкость, Анубису ловкость нужна. Да? Чем больше ловкости, тем, по-моему, больше вероятность того, что он сделает взрыв, гораздо мощнее. Ну вот да, смерть и взрыв вызывает, наносит ловкость фиксированного урона всем противникам. Чем выше ловкость, тем круче. Поэтому для Анубиса, если ты через него играешь, этот скин очень шикарно заходит. Но он только за донат. Так что тут уже каждый решает сам. Ну и вот он, Лубу, новый герой, которого ввели сегодня. Опять азиатская тема. У нас последние 3 героя, Неджа, Джугелян и Лубу.
Мне не очень нравится, что он безусловно красиво выглядит, но мне не очень нравится, что разработчики смотрят только в азиатскую сторону, потому что игра превращается в некое аниме. Я сюда приходил, когда, да, мне нравился вот этот такой европейский стиль с элементами азиатской культуры, и он такой был серьезный, немного мрачноватый. Потом постепенно разработчики начали осветлять игру, начали добавлять вспышек, все. И я боюсь, что это все скатится в очередной аниме-проект. Вот путь туда мне не очень нравится. Но это мое мнение. Я знаю, что есть много поклонников аниме, и они, наверное, скажут, что нет, это круто, наоборот, чем больше ярких вспышек и вот эти все ся-ся или как там. Ой, ладно, не буду я в эту тему влезать. В общем, давай смотреть персонажа. Выглядит, конечно, прикольно. Прикольно, да. Понятно. Но надо бы чередовать иногда. Хорошо, давай посмотрим его умения. Я сразу же, кстати, что бросается в глаза, помимо того, что это герой силы, это то, что у него очень много живки, он очень живучий и достаточно высокая сила. Так, ну посмотрим, что, во-первых, дает амулет пурпурно-золотая корона Лубу. Наносимый Лубу урон игнорирует щит цели, а его обычная атака дополнительно наносит силы, умноженные на 360% фиксированного урона. И, ну вот, пожалуйста, уже можно сказать, что Лубу, да, такой контр-персонаж для Джугеляна. Джугелян пришел в прошлые ивенты, в прошлые 2 волны со своими щитами. Очень крутой персонаж. Вот и гайд я по нему делал, разбирал. Ну, реально классно работает. И вот, пожалуйста, следующий персонаж, который вводится, который будет игнорировать щиты Джугеляна. Ну, здесь пострадает не только Джугелян, там и Афина, и многие другие персонажи. Там Мордеза, по-моему, умеет на себя накидывать щиты. Ой, слушай. Так, а ну-ка, погоди, давай посмотрим, что там дальше. Сокрушительная победа. Наносит урон врагам на линии впереди. Если на цели есть щиты, снимает все щиты и отнимает 300 энергии. Да. Если на цели нет щитов, увеличивает получаемый урон на 35% на 6 секунд. Это очень классная ульта на самом деле. Да, и урон хороший, и повышение урона хорошее. Считай, передний ряд весь на 35% будет получать повышенный дамаг в 6 секунд. За это время можно кинуть еще раз ульту. Ну, то есть она будет держаться хорошо. Можно даже сделать ее перманентной на какое-то время. Но что прикольно, снятие щитов. Это же, ну вот смотри, щиты Афины улетают, но они в принципе и так улетают, да, получив урон. Но щиты Джугеляна уходят. Щиты Мордезы, кто там, Некрос умел, Доктор Мега, ну это ладно, там он тоже умел сам на себя накидывать щиты. Вопрос, вот здесь самый главный. Вот сейчас у нас сменилась статуя, да, и вот все, ротация замкнулась, пошел опять гладиатор. А вчера, и еще вчера, там был гоблин-маг, у которого щиты в статуе, это что-то с чем-то. Он такие дамаги выдает в обратку, когда взрывается. И вот здесь вопрос. Если Лубу снимает эти щиты без взрыва, без того, чтобы вернуть дамаг обратно, то для этой статуи он имба. Потому что без этих щитов гоблин-маг, ну так, посредственную угрозу представляет. Но пока на нем висят эти щиты, которые накапливают урон и, взрываясь, возвращают его назад, это, конечно, что-то с чем-то. И если этой ультой Лубу, а по идее нам ничто не мешает, в условиях не написано, что да, там это щит и там щит, он их снимает, не взрывая их, просто аннулирует, это очень круто. Если у тебя есть возможность, я не буду его тащить, к сожалению, у меня не хватит ресурсов. Ну, может быть, если к концу недели я каким-то чудом изловчусь и наберу где-то еще 200 ключей, но это нереально. Нереально, у меня нет бриллиантов достаточно, чтобы это сделать. Но если вдруг, то я, конечно же, потестирую его и посмотрю. Но если у тебя уже есть возможность схлестнуть Лубу, ты его достал с гоблином-магом и посмотреть, как это работает, пожалуйста, напиши об этом в комментариях, я буду очень признателен. Мне нереально интересно, потому что рано или поздно гоблин-маг к нам вернется, и при помощи Лубу можно будет брать гораздо более высокие этажи в этой статуе. Следующее — это удар воеводы. Опять же, спасибо разработчикам, что все перевели вовремя. Вернее, локализаторам. Ребят, молодцы. Удар воеводы наносит урон цели обычной атаки Лубу и снимает с нее все бафы. Отлично, правда, видишь, одному. Но если вдруг, то я, конечно же,
Урон хороший, кстати. Все лечащие эффекты на цели ослабляются на 50% на 6 секунд, то есть мы режем отхил. И каждый дебаф на цели дополнительно наносит 10% фиксированного урона. А вот это интересно. 10%, наверное, от той ударной волны, которую мы наносим, да, то есть вот посчитали, сколько у нас, допустим, 10 тысяч, и вот отсюда 10% добавочки, но в виде фиксированного урона. Почему интересно? Потому что сейчас я смотрю, что все больше и больше боев, у меня уже даже третий ряд бафов появляется. Из-за того, что вводятся все персонажи, саппорты, еще что-то, у каждого свои какие-то бафы, которые он накидывает, плюс дебафы. В общем, и у меня так уже 3 ряда. Раньше все помещалось в один рядочек, потом появился второй, теперь иногда бывает, что 3 ряда бафов и дебафов висит, ты смотришь, и уже разобраться в этом практически невозможно. Так вот, учитывая это, иметь дополнительно за каждый баф, ну мы можем такую хлопушку получить, да, так раз кто-то на себя там набафал, навесил кучу бафов, ты хоп, пришел по нему удар воеводы и по 10% за каждый. Если бы это было 10% от максимального здоровья, это было бы имба вообще. Потому что вот так вот, тук-тук-тук, представляешь, 5 бафов, 50% ему хлоп, и нету. Но здесь 10% от самого удара. И ну, это правильное решение, иначе бы мы бы сейчас пошли все, а уже раскошелиться-то и не можем, по сути, потому что нам не дают заплатить. Платить и хочется, да, но не может. Ну ладно. В общем, хорошее умение, мне нравится. Надо бы еще проверить цикл, с чего он начинает, потому что если это первое умение, с которого он начинает, то это не очень выгодно. Хотя, с другой стороны, против персонажей, которые накладывают командным навыкам бафы в самом начале, возможно, да, возможно, будет хорошо. Опять же, надо тестировать, надо смотреть. У меня пока его нет, это все лишь теоретические размышления о том, какой персонаж. Пока что он мне нравится. Хватка свирепости. Наносит урона, ну здесь сила 545, это по сути в 5,5 раз примерно больше. Умножаем силу. Цели обычной атаки лу. При этом 100% нанесенного урона превращается в щит здоровья для Лубу. Вот еще один персонаж с щитами, который будет страдать от противника напротив Лубу, который действует 8 секунд. Одновременно с этим на цель накладывается волчья свирепость на эти же 8 секунд. Лубу крадет 30% физической и магической защиты у цели с волчьей свирепостью. О, ребятки, круто. Круто. Почему круто? Потому что, по сути, когда имеется в виду, что крадет, это значит, у него мы ее снизили, а себе подняли. Двойной профит. Физическую и магическую защиту, если бы здесь сопротивление было бы еще, ну это было бы имба. 30% срезать магического сопротивления и поднять себе, это имбово. Но и физическую и магическую защиту, вот я в прошлом обновлении как раз говорил, за что я любил Орика. Да, там 40%, по-моему, или 45%, не помню, 40%, ну пусть будет 40%. Снижение физической защиты за счет его ульты. И уже урон повышенный идет. Это не снижение сопротивления, да, но вот защита стала меньше, соответственно, она меньше поглощает дамага физического, а здесь и физический, и магический. И так, пожалуйста, используй его как хочешь. Классно, мне очень нравится. Помимо этого урон, помимо этого щит. Супер. И 8 секунд. Длительная, достаточно длительная ульта. Я думаю, что вот эти циферки 8-6 секунд потом сократят где-то до 6,4. Ну, как это обычно бывает, через какой-то промежуток времени, там полгода, когда люди накопили, собрали, начали через него играть, и мы потихонечку их режем. Это уже как бы видно, как разработчики все это делают. Ну ладно. И пассивочку посмотрим. Тело воеводы. Повышает силу, стандарт, а Лубу получает бонус к силе и атаке, меняющийся в зависимости от процентов имеющегося здоровья. При 100% здоровья Лубу получает 45% бонус. За каждые 5% потерянного здоровья бонус уменьшается на 3%. Показатель бонуса может быть уменьшен до негативных значений. Понятно. В общем, мы начинаем сразу же с бонусом в 45% в силе и атаке. Так, ничего себе, нормально, да, почти в 50%, ну ладно, 45%, это хороший буст по силе и по атаке, здорово. Да, разработчики, конечно, что же вы так, когда я не накопил ключей, вы такого персонажа выкатываете, еще из касты силы, ай-яй-яй. В общем, здесь что получается, где-то 45 делим на 3,
да, это получается 15 тиков, по сути, да, 50% у нас от здоровья это будет 10 тиков, и еще, ну, в общем, 75% здоровья нужно сбить с лубу, чтобы он прекратил получать бонус к силе и атаке. Ну и дальше уже, чем получается ниже 75%, вернее ниже 25% оставшихся, уже пойдет в обратном порядке, соответственно, будет уменьшаться его сила, но там 25% уже это на издыхании, он будет бить слабее. Я думаю, что если будет нормальный хиллер в команде, такого не должно случаться. Плюс у него щиты есть, которые тоже должны его как-то защищать. Герой, который имеет и так высокий показатель силы, а еще и начиная бой с повышенным на 45% бонусом атаки и силы, это очень круто. Это реально крутой персонаж. Я думаю, что как дамагер он будет раскрываться очень интересно. И еще и как саппорт, да, такой смесь. Саппорт в том плане, что он может убирать щиты с противников и даже где-то там воровать у них магическую защиту и физическую защиту. Здорово. Здорово. Мне невероятно нравится. Все, ладно, не буду, а то еще скажешь, что я тут на довольствии сижу у Дроиден, да, и расхваливаю каждый раз новых персонажей, чтобы все кидались их покупать. Но на самом деле, прикольных вводят, классных. Особенно в сравнении с старыми, которыми в основном вводятся у всех, да, очень классные. Так, давай посмотрим умение его третьего крыла. Так, все, читать не будем. Что здесь? Бонус к силе и атаке и 30% бонус к снижению урона. Пожалуйста. Ничего себе тогда, этот бонус будет снижаться на 2 за каждый тик, за каждые 5% по сути, да, это я так условно называю тик для простоты, получается каждые 5% минус здоровья, минус 2 снижения урона. Пожалуйста, 30% снижения урона, и так как здесь не указано магический или физический, скорее всего это снижение, да здесь даже и не надо, это просто общее снижение урона, 30%. Еще и как танк хорош с третьим крылом. Но, да. Ребята, те, кто достает лубу, пожалуйста, делитесь с нами. Я очень хочу этого персонажа. Очень хочу к себе. Он шикарно зайдет в мою физическую пачку. Прям замечательно. Вижу отлично с ним сцепку с Леонидом Лейном. Прям... Ой-ой-ой. Ладно, все. Все. Так, персонаж хороший. В комментариях делись своими впечатлениями, своими ощущениями о том, какой, может быть, ты его уже достал и потестировал, и все здесь, как обычно, написано одно, работает не так. Вместе будем выяснять, в чем здесь истина. К сожалению, я не смогу, как я уже сказал, у меня не так много золотых ключей. 450, я думал 400. 450 ключей, и у меня даже нет возможности его достать. Да. У меня, кстати, один раз за все время, что я играю, был момент, когда я достал отсюда легендарного героя из бесплатного золотого сундука. 450, 150 золотых ключей я не знаю, где достать мне за эту неделю. Без доната, с моим количеством бриллиантов, это нереально. На этом будем заканчивать. Итак, затянули. Делись своими впечатлениями об ивенте и, естественно, о новом персонаже. Подписывайся на канал, ставь палец вверх, делись этим роликом с друзьями и долбани в колокол, чтобы не пропустить другие ролики по игре. Оставайся с Лисом. Впереди нас ждет еще много интересного и полезного по игре не только. Лис прощается с тобой. До новых встреч!